我战术。还请上仙为部族重新赐名，羽翼新生。部落名为炼魂。Вышло превью 111 серии аниме «Противостояние Святого». Ван Линь, применив технику поиска души Кло Юню, узнал о существовании духа древнего демона. Однако он не спешил отправляться в округ Тяньяо, а решил временно остаться в племени семьи Ло, чтобы возродить с нуля секту заклинателей душ. Он начал восстанавливать артефакт, флаг или знамя 10 миллиардов душ, но в это время его ученик был лишен духовной силы. Более того, племя Тяньшуй осмелилось бросить Ван Линю вызов. В ответ Ван Линь с яростью и величием отомстил. Да, у Ван Линя будет ученик, это довольно интересно. Но давайте начнем с самого начала. Ван Линь начал чинить флаг душ. В трейлере видно, что все прошлые культиваторы, попав в землю духов, первым делом стремились попасть в один из 9 округов демонов, чтобы получить пусть даже незначительный чин, выполнять задания и зарабатывать заслуги. Их конечная цель – увидеть дух древнего оборотня и попытаться слиться с ним. Но Ван Линь поступил иначе. Он решил создать собственную силу. Он начал обучать членов племени Ло искусству заклинания душ, возрождая древнюю секту заклинателей душ. При этом у него была и другая цель – восстановить знамя душ. Так как Ван Линь собирался оставаться в земле демонических духов 500 лет, он выбрал племя Ло в качестве основы, превратив его в племя заклинателей душ, которое постепенно расширял и укреплял. Развитие новой силы неизбежно влекло за собой жертвы и битвы, но каждый убитый враг или зверь переносил новые души, необходимые для восстановления знамени душ. Ученик 13-й лишен духовной силы. В трейлере показано, что первый ученик Ван Линя, Шисан или 13-й, уже появился. Хотя Ван Линь еще не принял его официально, юноша давно считал Ван Линя своим учителем. 13-й обладал отличным талантом. Он уже создал собственное знамя душ и по силе уступал лишь вождю Уянхуа, будучи вторым по силе в племени. Ван Линь возлагал на него большие надежды, но удача отвернулась от ученика. Когда Уянхуа и 13-й, каждый со своим отрядом, отправились покорять соседние племена, оба успешно выполнили задачу. Однако обратно вернулся только Уянхуа, а 13-го привез его собственный зверь. Он был тяжело ранен, едва стоял на ногах, а его духовные каналы были разрушены. Он стал обычным человеком. Это событие стало для него страшным ударом. Оказалось, что за этим стояло племя Тяньшуй. Один из их членов, достаточно сильный культиватор, занимал мелкий пост управляющего в округе Тяньяо. Возвращаясь домой, он случайно встретил 13-го, заметил у него техники заклинания душ и, охваченный жадностью, напал на него. Он уничтожил духовную силу 13-го и похитил первые 3 уровня его метода, но не убил юношу, специально оставил в живых, чтобы тот передал Ван Линю вызов. Этот человек считал племена Тяньшуй и заклинателей душ дикими и слабыми, поэтому хотел заставить Ван Линя самому прийти и отдать оставшуюся часть техники, угрожая убить его, если тот осмелится отказаться. Но Ван Линь был не тем, кого можно запугать. Услышав вызов, он немедленно отправился мстить. Он появился прямо над племенем Тяньшуй, излучая устрашающую силу. Тот самый мелкий управляющий понял, что перед ним необычный противник, но, полагаясь на защитную информацию племени, все же осмелился кричать вызовы. Тогда Ван Линь разозлился по-настоящему. Раз не смог разрушить формацию, он просто вырвал все племя из земли. Целое поселение было поднято в воздух. Ван Линь держал его одной рукой и унес обратно в племя заклинателей душ, собираясь разрушить защиту с помощью печатей и запретов. Когда трусливый управляющий наконец испугался и вышел, Ван Линь уничтожил его в одно мгновение. Все оставшиеся члены племени Тяньшуй были присоединены к племени заклинателей душ. И так Ван Линь полностью отомстил за страдания своего ученика, 13-го. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие темы рассматривать по аниме «Противостояние Святого». Сейчас есть помощники, поэтому видео могут выходить чаще, как вы заметили. Ставьте лайк под этим видео и всем пока!